Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Флиртуют, не обращая внимания ни на что вокруг. Девятое место. Представьте себе парня, который смотрит на вас и улыбается, даже когда вы не смотрите, потому что он так влюблен. Ну, тут даже и представлять не надо, все видно. То, как Тэхён целует Чонгука именно в его шрам. Так люблю этот момент, поманил пальчиком. Восьмое место. Совпадение или нет? Леви, друг Тэхёна, использовал песню Чонгука «Never Let Go» как фоновую музыку для сторис в Instagram. Вселенная с помощью Леви намекает нам на то, что Чонгук сегодня к нам придет. Я художник, я так вижу. Ничего такого необычного, просто Чонгук и Тэхён используют одну трубочку на двоих. Пить из одного стакана – это знак большего доверия к человеку, знак большой близости с этим человеком. Седьмое место. Тигра боятся даже старшие в прайде. Я каждый раз смеюсь с того, как Джин быстро убежал, когда зашел Тэхён. Шестое место. Поведение пары. Мы никому ничего не расскажем, Мишка, только всегда смотри так на Чонгука, пожалуйста. Этот момент мой любимый. Пятое место. Любить – это хотеть касаться.
4 место. Забота. Мне правда уже скоро понадобится медицинская помощь, ибо понимание, что с самого своего начала карьеры Тэхён был для Чангука неотъемлемой опорой и островком спокойствия. Как-то так выглядит самое комфортное место для Чангука. Когда Тэхён — это уютное место на свете для Чангука. Третье место. Новости. В Сеуле уже начинают праздновать день рождения Чангука. Как Чангук раздавил семена кунжута руками. Ну, я бы тоже промолчать не смог, так что понимаю Хосока. Реклама Кауи в ТЦ Сеула. Ну, просто крутые Джеймс Бонды. Самый уникальный привычек Чангука, который так ему нравится – его положение во сне. Когда Чангук спит, он всегда скрещивает ноги в стиле кренделя. Он делает это при любой возможности, когда дремлет за сценой или ночует в общежитии. Он делает это так часто, что однажды Юнги нарисовал позу Чангука во время сна и полностью преуспел в этом. Массирование шеи участников. В любой момент Чангук, скорее всего, делает массаж одному из своих участников. Отвечают ли они на вопросы в интервью среди зрителей на церемонии награждения? Или просто за кулисами Чангук всегда рядом, чтобы помочь им почувствовать себя хорошо? Морщит нос? Одна из самых очевидных привычек Чангука – это то, как он морщит нос, когда смеется. Смотрите, как он превращается из человека в кролика в мгновение ока. Даже много лет назад он все еще придерживался этой драгоценной привычки. Мы надеемся, что от этой привычки он никогда не откажется. Сгибание запястий. Поначалу вы можете не заметить, насколько гибкие запястья у Чангука. Однако, как только вы это увидите, вы поймете, насколько он на самом деле мягкий. Фанаты сравнивают его с тем, как кролики часто свешивают лапки. Эта привычка просто слишком милая. Самое удобное место Тэхёна. Намджун был замечен выступающим с 15-й пехотной дивизией на 2024 Хвачен Томмотоу фестивал. 2 августа Намджун и участники военного оркестра 15-й пехотной дивизии армии Республики Корея выступили на 2024 Хвачен Томмотоу фестивал.
Они появились на репетиции в своих пехотных футболках. Организаторы фестиваля не знали о появлении артиста и были очень рады приветствовать мировую кей-поп-звезду на мероприятии. Позднее, в 7 вечера, состоялось выступление военного оркестра в парадной форме, длившееся около 20 минут. Ранее, в июне этого года, Намджун принес саксофон на празднование увольнения Джина с военной службы, тем самым вызвав ажиотаж своим исполнением песни «Dynamite» на музыкальном инструменте. Лидер группы будет уволен из армии 10 июня 2025 года. Чонгук, послушай. Малыши. Смущенный Чонгук, когда Тэхён все-таки взял его за руку. Мы недостаточно говорим о том, что Тэхёна очень любит детки. Гениальное объяснение Чонгука слова «гром». А какая актерская игра? Чонгук и Тэхён 10 лет назад. Приятного аппетита всем, кто ест. Аукционный дилер Сон Ичон упомянула о влиянии фигуры Намджуна в качестве мецената в программе «You Quiz on the Block» на канале ТВН. Намджун – преданный поклонник творчества Юн Хёнгана. Он фотографировался на фоне картин художника, и это место приобрело статус священного. Фанаты приходят туда, чтобы повторить знаменитые фотографии. Сейчас Юн Хёнган набирает популярность и получает широкое общественное признание. Видео для любования и зависания. В новом музее Грэмми выставлены костюмы, которые были на BTS в клипе Yet to Come.
Заряжаемся позитивом прямо с утра. Эти образы Чангука и Тэхёна. Какой Чангук тут? Их улыбки, взгляды, жесты. Чангук поет, но не переживай, любовь моя. Все это не случайно. Тэхён поет в ответ: мы совсем разные, но мы оба обрели свою судьбу. Они стали тогда настоящим признанием перед глазами миллионов. Они всегда выбирали свой собственный путь, не подчиняясь правилам. BTS стали первыми азиатскими артистами, которые провели 1000 дней в чарте исполнителей США на Spotify. 2 августа BTS были коронованы как первые азиатские артисты, которые провели 1000 дней в чарте исполнителей США Spotify. Они стали единственными азиатскими и корейскими артистами, которые достигли упомянутого результата в истории чарта. Группа продолжала укреплять свой статус влиятельных и востребованных артистов в Соединенных Штатах, поскольку фанаты продолжали слушать их песни, несмотря на военную службу. BTS были единственной группой, которая смогла возглавить чарты, несмотря на перерыв в деятельности. Небольшая разминочка от наших любимых. Бодрее, зажигательнее, не отстаем. Лэйова находится на 95-м месте в чарте физических альбомов Daily Hanteo. Корейские СМИ тоже поддались этой лихорадке. Княжеская посадка выглядит ужасно знакомой. Фанаты предполагают появление Ким Тэхёна во второй игре в кальмара после кадра. Мунгён, всемирный ханмадан тэквондо, детская школа из Сеула, использовала доуп в показательном выступлении. Песня Slow Dancing, фортепианная версия, занимает первое место в iTunes Саудовской Аравии. Саудовская Аравия смогла вывести все треки альбома Лэйова на первое место в чартах iTunes. Им также удалось дебютировать со всеми песнями Тэхён под номером 1 в iTunes. Тэхён наблюдает.
Человек, утверждающий, что работает в музыкальной индустрии, поделился комментарием о влиянии BTS. Когда впервые появилась новость о службе BTS, я подумал, что это безумие. Сейчас я работаю в компании, связанной с производством альбомов Hype, и я с болью осознал, что BTS должны были быть освобождены. По сравнению с другими айдолами, их продажи по всему миру были ошеломляющими. Выпуск альбома BTS стал пиком сезона для компании. До такой степени, что денежный бонус за производительность увеличился благодаря BTS. Они действительно приготовили еду для рабочих. Пожалуйста, уклоняйтесь со службы поскорее. Это было легкомысленно с моей стороны. BTS — это не что иное, как свет. Этот ракурс просто лучший. K-Media высоко оценила способности и влияние Джина как универсальной мировой поп-суперзвезды, которая также преуспевает в сфере развлечений и развлекательных шоу. Daily Sports Korea пишет: Сак Джин, который всегда получал столько любви и внимания во время собственного контента BTS, Run BTS, Running Man SBS, YouTube-канала Hall Myeon-soo и I Don't Have Yinji, в частности, видео на песню I Don't Have Anything, в котором появился Джин, превысило 10 миллионов просмотров на YouTube менее чем за 4 дня после его выпуска. А по состоянию на 4 августа 2024 года оно превысило 24 миллиона просмотров, получив огромную популярность. Вот почему продюсерская группа Run Jin сказала: «Мы думаем, что тот факт, что Джин впервые с момента своего дебюта участвует в сольном развлекательном шоу, это то, чего стоит ожидать», и добавила: «Было бы хорошо сосредоточиться на самом Джине». Производственная группа разогревает предвкушение, сказав: «Его опытное чутье и чувство развлечения являются само собой разумеющимися, и химия, которую он создаст с незнакомыми гостями, также заслуживает внимания». Премьера Run Jin состоится на Weverse 13 августа, а также будет доступна на официальном канале BTS на YouTube. Эх, эта атмосфера, когда участники делились такими простыми и веселыми моментами. Песня Taehyuna Friends превысила 275 миллионов потоков на Spotify. Песня Friends стала первой глобальной песней, выпущенной в 2024 году, которая возглавила чарты iTunes в 100 странах и в настоящее время занимает первое место уже в 102 странах. Клип на песню Friends стал первым клипом кей-поп-исполнителя, возглавившим чарт Tidal Top Video в США и в 22 странах на 3 крупнейших глобальных музыкальных платформах. В первой половине 2024 года Taehyun стал самым посещаемым сольным исполнителем в стиле кей-поп на Spotify, что доказывает его глобальную популярность. 30 июля песня вновь вошла в мировые чарты Spotify, побив рекорд по продолжительности пребывания в топ-10 сольной песни в стиле кей-поп. Британский музыкальный журнал NME отметил: песня Friends блестяще демонстрирует вокальные способности Taehyuna и его широкий диапазон. Он начинает с богатого, стильного баритона, поднимаясь и опускаясь через фальцетные колебания и высокие ноты.
Достигнув кульминации, он добавляет ровный, сильный бэк-вокал и уверенно доводит песню до конца. Его способность работать с таким широким диапазоном, с изяществом и легкостью просто поразительна. «Твоя улыбка – мое исцеление». Какой же классный вайб от этих фото. Второе место. Это так интимно. Этот момент, ну тут без слов, знаете ли. Очень дружеский, почти братский взгляд у Чонгука и мысли, наверное, тоже. Навсегда его малыш. Первое место. Поцелуй в губы кажется менее личным, чем то, что было на этом видео. Мед и молоко. Таким счастливым стал, как увидел своего Тэхёна. Маленькая ложечка Тэхёна. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.